Как мы уже говорили ранее, что полностью реальную ситуацию полета на Марс нельзя воспроизвести даже в самых добросовестных и похожих экспериментах. Причина банальная – Земля – это не Марс. Плюс ко всему вся проблема в нашей психике. Например, в эксперименте Марс-500, в котором моделировались все условия полета и высадки на Марс, участники подсознательно, но понимали, что любой вид помощи может быть им незамедлительно оказан. Все прекрасно понимали, что если кому-то станет плохо, то сразу же будет оказана помощь. Однако в настоящем полете медики будут доступны только по связи. Более того, если наступит действительно какая-то серьезная проблема со здоровьем, то астронавтам придется лечить друг друга самим прямо в полете. А если же проблема будет куда глобальнее, где будет необходимо хирургическое вмешательство, то придется оперировать человека прямо в условиях невесомости. Скажите, сколько операций провел человек в невесомости или на другой планете? Я думаю, вы ответили на этот вопрос. Поймите, простая зубная боль может принести кучу нерешенных проблем, поэтому лично я могу посоветовать будущему марсианскому туристу лучше заранее оставить свой аппендицит на Земле. До сих пор неизвестно, достаточно ли марсианской гравитации для того, чтобы человек себя смог нормально чувствовать, или хотя бы избежать глобальных проблем со здоровьем, кроме тех, которые я привел в прошлом видео, потому что человек на Марсе будет иметь другой вес, а исследований в условиях гравитации меньше, чем на Земле, никогда не проводилось, да и вряд ли проведется в ближайшее время. Безусловно, многим на ум сразу приходит невесомость на МКС, но не стоит путать исчезновение веса и исчезновение гравитационного притяжения. И как раз в качестве примера можно привести как раз ситуацию на МКС. Станция находится на высоте около 400 километров, а ускорение свободного падения самой станции лишь на 10% меньше, чем на поверхности Земли. А само состояние так называемой невесомости возникает не за отсутствие гравитации, а за счет движения станции по круговой орбите с первой космической скоростью. То есть космонавты как бы постоянно падают вперед, промахиваясь мимо Земли со скоростью 7,9 км в секунду. А вот что касается моделирования невесомости в специальном самолете при подготовке космонавтов, то она длится всего лишь 40 секунд. Разве 40 секунд хватит для изучения самого простого марсианского эксперимента? За 40 секунд даже я не умру в Антарктиде без трусов и еды с задержанием воздуха. Поэтому все, что касается гравитации, остается неизвестным. Мы не сможем на Земле создать похожие ситуации Марса. И вывод очень простой. Только те, кто прилетят на Марс, будут по факту сталкиваться с возникшими проблемами. А вот вода в жидком виде даже не может существовать в условиях Марса, несмотря на плюсовую температуру, потому что вследствие низкого давления она закипает и переходит сразу же в газообразное состояние. А та жидкость, которая обнаружена ранее на Марсе, представляет собой концентрированный солевой раствор. Так что высокое содержание перхлората в грунте ставит под сомнение возможность выращивания в марсианской почве земных растений, без дополнительных экспериментов, либо без искусственного грунта. Но весь прикол в том, что даже если отправить аппарат без человека на Марс для проведения такого эксперимента, то все равно ничего не выйдет. Потому что это дорого, такой эксперимент не проводился, да и вообще его нет в планах. Плюс ко всему, любой аппарат будет работать по определенному алгоритму, и не все действия людей Земли он сможет незамедлительно выполнять. 4 года назад ученые из Массачусетского технологического института очень сильно разочаровали будущих поселенцев. Проанализировав данные проекта Mars One, они указали, что через 2 года миссия с пополнением не потребуется, потому что колонисты умрут приблизительно через 70 дней от асфиксии. То есть попросту задохнуться. Ученые считают, что технология регенерации атмосферы при помощи растений, как это планируется сделать на колонии, до сих пор несовершенна и не адаптирована к космическому полету. Растения не будут успевать поглощать весь диоксид углерода и восстанавливать кислород, который будут расходовать колонисты. Но это еще не самое печальное. Атмосферное давление на Марсе составляет менее 1% земного. К тому же состав атмосферы уж очень отличается от земной. Конечно, есть гениальные идеи, чтобы сделать терраформирование Марса, взорвать пару ядерных бомб на полюсах, и тогда может образоваться подходящая похожая атмосфера. Но на текущий момент эти идеи являются не более чем экспериментами в голове, потому что такие выводы не опираются на какие-либо существующие в реальности или хотя бы минимально проверенные технологии. И я напомню, Марс находится дальше от Солнца, и количество достигающей его поверхности солнечной энергии составляет чуть более 40% от земной величины.
Поэтому даже если на Земле ради эксперимента взорвать такие ядерные бомбы, то точным образом определить ничего не получится. Да и любые ядерные испытания в Антарктиде противоречат международному праву. На самом деле я могу сделать еще серию из 5 роликов о полете и колонизации Марса. Это будет связано с посадкой, расселением на Марсе и вообще в целом нахождением на нем. Поэтому если хочешь это увидеть, то пиши комментарий. И если понравилось видео, обязательно поставь лайк. Спасибо за просмотр. Пока.